Здравствуйте! У вас есть карта и фотоаппарат? Отлично! Сегодня у нас экскурсия, и я ваш гид. Это урок номер 11, и наша тема – город. Что значит город? Нью-Йорк, например, это город. Лондон – это город. Париж, Токио, Берлин, Санкт-Петербург – это города. А сегодня наш город вот этот. Как называется этот город? Конечно, это Москва. Город называется Москва. Внимание! Мы говорим: как вас зовут? Меня зовут Мария. Но как называется город? Город называется Москва. Мы говорим зовут, если это человек, собака, кошка. Но называется что-то неживое. Город, фильм, книга и так далее. Итак, сегодня у нас экскурсия по Москве. Мы в центре. Посмотрим, что это. Это площадь. Как она называется? Она называется Красная площадь. Какая она? Она большая и красивая. А что это? Это магазин. Как он называется? Он называется ГУМ. ГУМ – это аббревиатура. Главный универсальный магазин. А это что? Это метро. Московское метро. Какое оно? Оно очень быстрое и красивое. А это что? Это гостиница. Как она называется? Она называется «Четыре сезона». Какая она? Это очень дорогая гостиница. А это университет. Как он называется? Он называется Московский государственный университет МГУ. Это мое любимое здание в Москве. Оно очень высокое и большое. А у вас какое любимое здание в Москве? А что это? Как называются эти здания? Они называются Москва-Сити. Это новые здания. Если честно, мне они не очень нравятся. Что еще? Москва – это очень большой и интересный город. Здесь есть театры, музеи, церкви, парки и так далее. Но у нас сегодня очень маленькая экскурсия. Поэтому давайте посмотрим, что мы узнали сегодня. Во-первых, новые слова. Читаем вместе. Площадь, магазин, гостиница, метро, университет, здание, театр, музей,
ресторан, парк, церковь. Площадь – это он, она или оно. Площадь – она, женский род. Магазин – он, она или оно. Магазин – он. Гостиница – правильно, гостиница – она. Метро – оно. Университет – он. Здание – оно. Театр – он. Музей – он. Ресторан – он. Парк – он. Церковь – она. Отлично. А еще сегодня мы первый раз использовали прилагательные. Прилагательные – это характеристика объекта. Например, Москва – это большой город. Большой – это прилагательное. У нас 4 формы. Какой? Он. Какая? Она. Какое? Оно. И какие? Они. Например, город – это он. Мы спрашиваем, какой это город? Это большой город. Площадь – это она. Мы спрашиваем, какая? Какая это площадь? Это большая площадь. Метро – это оно. Какое это метро? Это большое метро. Парки – это они. Какие? Какие это парки? Это большие парки. Большой, большая, большое, большие – это 4 формы одного слова. Итак, какие прилагательные мы слышали сегодня? Посмотрим. Большой, красивый. 4 формы. Красивый, красивая, красивое, красивые. Новый. Москва-Сити – это новые здания. 4 формы. Новый, новая, новое, новые. Дорогой. 4 сезона – это дорогая гостиница. 4 формы. Дорогой, дорогая, дорогое, дорогие. Быстрый. Московское метро очень быстрое. 4 формы. Быстрый, быстрая, быстрое, быстрые. Любимый. МГУ – это мое любимое здание. 4 формы. Любимый, любимая, любимое, любимые. Высокий. МГУ – это очень высокое здание. Высокий, высокая, высокое, высокие. Интересный, интересный. Москва – очень интересный город. 4 формы. Интересный, интересная, интересное,
интересные. Отлично. А сейчас давайте посмотрим антонимы. Как наоборот. Вот, это антонимы. Большой, маленький. Большой, маленький. Новый, старый. Новый, старый. А если это человек, тогда молодой, старый. Молодой, старый. Дорогой, дешевый. Дорогой, дешевый. Быстрый, медленный. Быстрый, медленный. Интересный, скучный. Интересный, скучный. Высокий, низкий. Высокий, низкий. И бонус – хороший и плохой. Хороший, плохой. Отлично, это все на сегодня. Напишите, как называется ваш город и какой это город. Большой или маленький? Старый или молодой? Напишите, что есть в вашем городе. Рестораны, музеи, парки. Что есть в вашем городе? Жду ваши примеры и до встречи на практике. До свидания!